Всем привет! И сегодня у нас, с моей точки зрения, самый важный урок. Потому что сегодня мы поговорим о том, как языковые модели, как ChatGPT, помогут нам разобраться в любом процессе, то есть как они нам помогут более эффективно учиться. Почему это важно? Не важно, сейчас мы говорим про нейросети. У вас сейчас есть там вопросы, может быть, с математикой, физикой, биологией. Дальше вы начнете работать, появятся вопросы там, с процессами, с финансами, макроэкономикой. В принципе, в жизни всегда будет огромное количество вопросов. И всегда захочешь что-то узнавать. Поэтому мы идем на какие-то курсы обучения, даже на MBA. И вот я для себя открыл самое главное. ChatGPT позволяет намного более персонально, более лучше усвоить практически любой материал и узнать у него информацию. Сегодня я покажу все промпты, методики и трюки, которые я использую в общении с ним, когда я хочу чего-то узнать. И тему, которую мы сегодня будем смотреть, она, кажется, простая, с одной стороны, явная, я сказал бы, но она крайне сложная. Мы узнаем у ChatGPT, как он сам работает. Поверьте, с этой темой даже очень многие программисты толком не понимают, как же он в реальности работает. А мы с вами разберемся на простых примерах, как можно до этого докопаться, прям до каждых мельчайших деталей в простом режиме. Давайте начнем с простого. Для начала, если мы хотим чего-то узнать, нам нужно просто спросить. Давайте мы вот для начала просто скажем: расскажи, ChatGPT, как работает ChatGPT. Отлично. Смотрите, мы у него ничему не задавали, он здесь нам пишет информацию. Уже сразу из коробки он пишет достаточно неплохо. Смотрите, мы его не просили, он уже понимает, что неплохо было бы разбить на основной абзац, подзаголовки, уже энкодер, декодер, он достаточно сложные вещи уже показывает. Здесь мы ему ничего не говорили, fine-tuning, fine-tuning как-то перевел, интересно транслитерацией. Вот мы получили первый ответ, но чаще всего он не всегда может угадать, и здесь многого может быть непонятно. Давайте попробуем это изменить, если мы скажем по-другому. Мне 12 лет, и объясни мне, посмотрим, изменится ли какой-либо здесь подход. Как сейчас он напишет? Вот, отлично, смотрите, текст поменялся моментально, да? Он уже не говорит сложными понятиями, он уже дает более простыми вещами, но старается сделать уже структуру поменьше, для того, чтобы можно было дальше узнать. Хорошо, но мы можем не только брать низкий такой вот уровень, да, простого понимания, а допустим вы в какой-то теме хорошо разбираетесь, но не именно в ней, а в целом в теме, и хотите у нее запросить информацию. Например, я senior разработчик, 10 лет стажа по TML, расскажи, как работает ChatGPT. И вот в этом моменте он будет уже вам, сейчас я думаю, изобиловать терминами, какими-то понятиями, сложными элементами, как он здесь будет работать. Все, энкодер, декодер, внимание, attention, уже указ RRN, LSTM, все, он уже использует определенные термины. На Discovery когда-то была такая классная передача, когда один и тот же термин объяснялся на 5 уровнях понимания, от суперэксперта до абсолютно новичка, и они каждый раз меняли именно тот подход. В принципе, сейчас мы можем создать такую же передачу прямо в ChatGPT, на 5 уровнях пройти эту тему. Ух, тут уже столько параметров, слои всего. То есть он отлично объясняет это в зависимости от вашего уровня знаний в теме. То есть первое, что важно, обязательно укажите, насколько вы в ней разбираетесь. Возраст в этой вот теме, либо в другой, здесь нужно указать, чтобы он подстроился под вас. Давайте вернемся к первому нашему диалогу, где он написал: в общем, да, первое, что чаще всего просится, когда мы с чем-то новым начинаем разбираться, объясни, пожалуйста, простым языком. И это очень классно работает. Вот прямо так и пишем следующим сообщением. Он будет видеть, как он написал. Тут он уже рассказывает мозги, трансформер более простым языком. Можно использовать сленг, если у вас есть какой-то вам нужный. Можно попросить это в любом направлении. Но используйте это, объясни простым языком, юридические, макроэкономические понятия. Я лично сам часто вот использую, интересно, слежу за экономикой, рынком акций, криптовалют. И когда я вижу, что вышло, например, какое-то там заседание, какие-то показатели, я его прошу, объясни простым языком, что это и как значит. Поэтому в жизни это вы будете применять очень часто. Это первый трюк. Объясни простым языком, он уже здесь объясняет. Хорошо, но пойдем дальше. Мы понизили, можем вначале говорили наш уровень понимания, но если он написал слишком просто, ну вот здесь и правда, он написал слишком просто. Давайте попросим его
немножко более детальнее, больше технических терминов. Прямо здесь. Таким уровнем мы каждым сообщением можем найти свою глубину, которая нам нужна. Он углубляется в детали. То есть не забываем, это диалоговая модель, то есть с ней можно общаться, можно ее подправлять, тем самым сложнее, легче найти тот уровень, который вам подойдет. Вот здесь он уже как бы вводит те же самые понятия энкодеры, декодеры, но старается при этом всем объяснить более простым языком. То есть с начального промпта, если мы просили его как для синего разработчика, он слишком сложно писал. Когда мы упростили, потом подняли уровень, мы уже нашли то, что чуть более ближе, и он здесь нам рассказывает. Потом следующим трюком мы можем понижать либо повышать. И опять же можно точно так же сказать, что если слишком далеко зашли, упрости, пожалуйста, наш материал. Он упрощает, тем самым мы, играясь, найдем то, что нам соответствует нашему уровню. Что еще классно, особенно в последних версиях, они это обновили тем, что у нас сейчас есть цитирование. В этом случае очень удобно, можно обратиться к определенной, например, части, можно написать, вот, либо сделать вот так, и ему выделить, расскажи про это подробнее. Либо, если вы не выделяете, можете даже обозначить, особенно когда он нумерованным списком дает, расскажи про пункт 3, 4, 7 более подробно, там 2 и 4 здесь более понятно. Таким уровнем мы уже сейчас пришли к пониманию, как это будет работать. Но моя любимая абсолютно вещь, это о том, как он работает на логиках. И это, наверное, один из самых для меня самых понятных методов, потому что у каждого из вас есть то, в чем вы хорошо разбираетесь. У любого человека. Даже неважно от вашего возраста, вы, может быть, хорошо в Майнкрафте, сейчас в Роблоксе шарите просто. Либо кто-то, например, понимает в автомобилях, кто-то понимает в кулинарии. И вот это налоги, у вас уже есть понимание, как что с чем. Вам нужно привести какую-то взаимосвязь, как это будет. И вот для меня этот метод всегда рабочий и всегда классный. Здесь он где-то писал про авторегрессивный трансформер. Это то, почему он в принципе вообще понимает, что мы пишем, ищет какие-то взаимосвязи и дает вот такой слаженный текст, который абсолютно понятен, в зависимости от того, что он написал, как бы он не теряется, не начинает там говорить про нейросети, потом про борщ. И давайте попросим его нам привести аналогии. Что здесь очень важно? Я ему объясняю, что ты в роли учителя, объясни мне, как работает вот авторегрессивный трансформер на примерах и аналогиях, которых я пойму. И теперь самое главное, расскажите, в чем вы хорошо разбираетесь. Потому что просто аналогии, он будет вам приводить их очень много. Но важно то, что вам откликнется. Я ему написал, что я физик по образованию, предприниматель, в детстве играл на саксофоне и в шахматы. Посмотрим, что он мне сейчас может показать. И именно вот эта вот тематика на аналогиях. Давайте посмотрим. Сначала вот он, я не просил, но пишет сначала основную теоретическую часть. О, отлично про физику. Это простая механика. Вот я сейчас прочитал, сразу понял. Да, механики. То есть, если мы хотим знать, когда вы кинули мячик откуда, назначить точку, откуда вы ее кидали. Классно. Бизнес. Для бизнеса основывает свое решение на предыдущих данных. Ну да, это хороший очень момент. Хорошо, саксофон. Играется мелодию с определенной последовательностью. Но еще играли ранее, чтобы выбрать следующую ноту, которая гармонично, логически верная. Предыдущие слова, выбираю слово. Да, это очень похоже. Сейчас он не указал, но когда я в прошлый раз с ним вот изучал, он привел феноменальный пример на основе саксофониста в баре, который импровизирует. Он говорит, ты ему задаешь о чем говорить, он не знает, какая будет мелодия, и он мелодию за мелодией подбирает. В шахматах, да, на текущем положении фигур, подсказывает следующее слово. Отлично, понимаете, можно вот эти аналогии попросить. Мы же всегда знаем, есть кнопка перегенерировать, если они нам не понравились. Приведи еще 3, приведи еще 5. С моей точки зрения, аналогии, наверное, самый, вот, с одной стороны, простой, но эффективный метод понять любой процесс. От квантовой этой механики, интерференции, каких-то биологических процессов, синтеза ДНК, всего. И здесь очень хорошо, на основании вас он будет вам рассказывать, как вам будет понятно. Отлично, вот еще раз про шахматы, про аналогию, какие-то по практике. Используйте этот метод, только максимально детально пишите, в чем вы разбираетесь. И он постарается вам помочь вот именно в этом. Но после того, как вот мы получили какие-то аналогии, у вас, и уже вы просмотрели, что-то прообучили, у вас появляется какое-то представление об этом процессе. И вот в отличие от даже вот этого YouTube урока, вам очень хочется нас спросить, так, вот появляется мысль, правильно ли я понял?
да, и мы хотим подтверждение, либо какой-то нам, чтобы чуть подредактировали. В этом и есть хороший момент, когда мы занимаемся с репетитором, либо тет-а-тет человека на консультациях, мы можем у него спросить: внимание, теперь у нас персональный, самый умный репетитор. И мы теперь ему пишем: хорошо, вы как-то себе это поняли, да, и давайте так, правильно ли я понял, что абсолютно любое слово, которое я пишу, влияет на твой ответ, но какие-то больше, какие-то меньше. И прошу его аргументированно ответить. И теперь он это рассказывает. Если будет у вас что-то неправильно, да, он, конечно, очень тактично, он не скажет никакого плохого слова, но тактично скажет: смотрите, вот здесь вы не совсем правы, да, вот здесь вот так, вот так. Отлично, он подает всегда примеры. Вот я всегда использую как? Я что-то какой-то момент посмотрел, изучил, попробовал аналогию, попробовал попроще, и потом говорю: хорошо, у меня сформировалось свое мнение, так ли я понял, подскажи мне. Вот эта связка максимально как бы эффективна для меня, и вот так же я изучал, прямо на таких вот примерах я изучал, как работают как бы нейросети. Но мы уже знаем, что после того, как мы что-то изучили, мы можем у него попросить сделать нам тест. Надо же знания закрепить. И особенно, когда мы делаем в этой же беседе длинной, здесь, конечно, длинные беседы хорошо, потому что он видит все, что он давал раньше. Можем его попросить: сделай мне, пожалуйста, тест для закрепления, понимания как бы темы. Он сделает какой-то тест. Вы отлично помните из прошлых уроков, что мы эту же информацию можем, это потом тест, перенести в Клод, сделать для себя какой-то интерактивный пример, интерактивное понимание, и это будет очень хорошо как бы работать для уже закрепления материала. Еще в конце прибегу к тому, что если мы рассматриваем какой-то процесс, вообще, если это что-то еще даже, например, с экономики, либо истории, можно попросить его подсказать схожие кейсы, либо схожие истории, на чем стоит подумать. Это точно так же будет относиться классно к математике и к логическим задачам. При этом, ну, как про мудрецов, либо когда мы одно решили, уже не хочется повторяться. Можем попросить, чтобы он составил для нас новые похожие задачи на ту же самую тему, только изменит эти кейсы, мы попробуем их решать. По сути дела, у вас персональный репетитор у вас под руками для любых пониманий. Что бы я вам еще посоветовал? Когда вы в целом изучили, но есть еще какие-то тематики, можно попросить его дать еще темы для изучения. То есть вы взяли ваш вопрос, решили, но у вас появляется время, и вы хотите что-то еще глубже, углубиться в эту тему, например. Точно так же попросите его: сделай мне 10 тем, понятий, процессов, которые помогут улучшить понимание в этой теме. И он сейчас вам даст другие еще вопросы. И здесь, к счастью, ну, либо к сожалению, мы опять же возвращаемся на первый круг, и каждую из этих тем мы точно так же проходим. Таким образом, постоянно наше, получается, дерево, через какое-то время вы будете очень серьезным специалистом, хорошо понимать любой процесс. С моей точки зрения, я вот сейчас немножечко жалею, что такого не было, когда я учился на физфаке. У нас на физфаке было очень важно понимать именно сам процесс, физику процесса. И вот с вот этим такие сложные процессы, например, как в фундаментальных науках, как биология, физика, математика, и дальше углубляться в какие-то смежных понятия, которые будут его затрагивать. Окей, еще есть несколько моментов, которые я хотел бы вам показать. К примеру, мы можем у него использовать метод связанных промптов. В уроке, которого вам делал Виталий о промптинге, там была ссылка, и есть такой метод классный, когда мы у него изначально запрашиваем какие-то тематики, то есть он уже сначала посмотрел методологии, вообще какие-то принципы, понятия, и потом их будем раскрывать. Давайте вот я попросил 10 методологий для обучения, и за пример взять сократовский метод. Да, это методика, когда у нас возникает диалог, он по сути делает как коучинг в обучении. Он задает наводящие вопросы, но никогда не будет вам давать ответа, вы должны будете к нему прийти. Очень много сейчас университетов мировых меняют свою методологию, потому что вот ChatGPT позволяет материал перестроить в таком сократовском методе. Здесь есть другие методы, но в чем хорош метод связанных промптов? То, что мы сейчас, например, запросили 10 методов, он их с памяти забрал. Сейчас можем говорить: хорошо, используя такой-то метод, давай вот эту тему как бы мы изучим. Мы узнаем вообще эти методики. Ну, давайте проиграемся дальше с сократовским методом. Да? Мы говорим: давай сделаем диалог. То есть он уже понял, что это методика обучения. Спросим, откуда вообще ChatGPT вся эта информация. Ты в роли учителя, ты пишешь вопрос, я отвечаю, мы дальше продолжаем. То есть у нас появляется то же самое, что мы изучали, диалоговая модель общения с ним, источником знаний ChatGPT.
Давайте скажем, да, он гуглит всю информацию. Вот смотрите, он гуглит всю информацию, да. Как он смог быстро и последовательно отвечать себе на вопросы? Бинго, хороший момент. То есть, смотрите, он отвечает буквально за секунду, и он нас подводит к моменту. Слушай, а такое реально или нет? Ну, он же суперкомпьютер, смог бы и быстро. Да? То есть, смотрите, он, сократовский метод, тоже потрясающий, да? И дальше мы продолжаем этот диалог. Посмотрите, он не дает, но он задает такие вопросы, которые заставляют вас критически подумать об этом. И вспоминаем первые наши уроки, критическое мышление, оно сюда же. Поэтому вот мы уже изучили тему, даже создали себе учителя, практически прототипа Сократа. Как мы говорили, еще можно у него запрашивать похожие кейсы, задачи. Ну и в конце для закрепления этой информации мы можем у него попросить сделать нам конспект. Вот мы вернемся в тот же самый диалог и просто попросим сделать у него конспект из всего того, что мы узнали. Отлично, и он нам делает. То есть мы берем одну тематику, один диалог, по-разному с ним общаемся, в конце просим как бы сделать конспект, дальше идем общаться еще с прототипом Сократа, и тем самым можем изучить абсолютно любую тематику, от термоядерного синтеза до того, как работает макроэкономика. Поэтому всем советую несколько раз даже посмотреть этот урок и самое главное попробовать. Скоро будет начинаться учебный год. У вас будет множество вопросов. И самое главное, не просто сбросить ему фотографию теста и решить там ЦТ, либо ЕГЭ, либо что вам нужно. Самое важное постараться разобраться в этом процессе, потому что вот это вы будете применять постоянно. И в учебе, дальше если есть в универе, и в работе будете это применять, потому что всегда будет что-то интересное, что-то захочется узнать глубже. Спасибо вам за этот урок, и скоро мы с вами обратно встретимся.